Всем добрый день. Вы знаете, друзья мои, вчера во время прямого эфира я заикнулась, что я прошу судьбу особым образом то, о чем я мечтаю, да, что я хочу в ближайшее время получить, и я это получаю. И у меня попросили выложить этот ритуал или хотя бы подсказать, как это надо делать. Я просто вам не то что подскажу, я вам сейчас подарю этот ритуал, и вы можете делать сами. У кого есть статуя фортуны? У всех остальных я боюсь, что не сработает, поскольку статуя фортуны, которая уже, понимаете, как я каждый раз дарю вам ритуалы в свое время. Я не спешу и не тороплюсь. Я просто не считаю нужным, лишь бы побыстрее, насколько возможно, больше. Мы не за количеством гоняемся, мы предпочитаем качество. Каждый ритуал должен приходить в вашу жизнь в свое время. Когда у вас фортуна уже усилена вашими ритуалами, вашими заговорами, просьбами, жертвами и прочее, прочее, когда она уже начала вам помогать, когда уже ощутили результат, да, работы с ней, когда вы почувствовали, что она уже ваш талисман дома, и вы подходите к ней и просите, вот тогда уже можно провести уже остальные такого типа ритуалы, ну, например, как этот ритуал, потому что сейчас уже сработает, это уже усиленная сила в вашем доме. Я уже говорила и повторяю, что мы не у статуи просим, и не статуи нас слышать, не кусок металла или там искусственного камня и прочее. Фортуна может быть из всех материалов, но желательно, чтобы материал был ближе к природному. Ну, например, или мрамор, или искусственный камень, или металл. Так вот, если мы усилили уже давно, да, может быть, год мы с ней, или полгода, или даже несколько месяцев, в любом случае она уже здесь находится в вашем доме, в вашей жизни своей силой. Понимаете, мы через статую связываемся с силой. Так легче, так удобнее, так намного быстрее найти контакт с определенной силой, когда у вас есть статуя, изображение этой силы. Так вот, когда вы уже наладили контакт с ней, вы можете смело провести этот ритуал. Вам нужно будет просто там, где стоит ваша фортуна, на алтаре. Не нужно никуда передвигать, ничего нового делать. Вот у вас есть уголок фортуны. Я вам говорила, я вас учила, как делать этот уголок, да. Много чего там не нужно. Вот в основном алкоголь или водка, или вино, даже шампанское. Можно розы, монеты, можно украшения на нее. То есть любимое украшение, но оно ваше, вы можете носить, снимать, снова на нее надевать. Оно будет усиливаться, просто чем больше вы как бы виртуально с ней общаетесь как с живой, как с, ну не с равной, конечно, но как с той, которая вас слышит, да, вы чувствуете ее. Тем сильнее она в вашей жизни находится, тем лучше и быстрее вам помогает. Вам нужно написать свою просьбу на бумаге. Это может быть сумма определенная, это может быть что-то иное. Если вы попросите дом у нее, вам придется долго ждать. Если вы попросите более такие легкие варианты, да, например, определенная сумма, рассчитывайте на ту сумму, которая вероятна для вас. Если вы напишете $1 000 000, вы получите какую-то сумму, но не $1 000 000. Она вам даст столько, сколько вы можете, потянете. Понимаете, если у вас зарплата 20 тысяч, вы можете написать, например, столько же, да, 40 написать, и вы получите зарплату вместе с премией. Если у вас, скажем, 100 тысяч, вы можете 200 написать, значит, вы получите 100 и еще премию за что-то случится. Если вы хотите купить диван, вы просто напишите диван такой-то там, такой цвет и так далее, и так далее. Даже стоимость можете написать, если знаете. Если не знаете, не пишите. Просто как можно четче. Вселенная, судьба любит, когда человек четко знает, чего хочет. Тогда она дает, понимаете? Я вам всегда говорила, это как кредит, когда ты идешь и берешь в банке деньги, и тебе говорят,
А на что ты их потратишь? Что ты хочешь открыть? Ты говоришь, дайте мне денег, а я подумаю. Тебе никто не даст. А если ты четко, ясно, у тебя есть план действий, что ты хочешь сделать, придешь, объяснишь, убедишь их, они тебе дадут. То же самое с судьбой. Если вы будете ждать, что вот когда в моей жизни появятся деньги, возможность, тогда я что-нибудь придумаю, у вас никогда не появится. Вы должны знать, что вы хотите уже, точно, четко составить план и сказать, я хочу вот это. И Вселенная тебе даст все возможности, чтобы ты вот этого вот добился. Итак, ну, например, я пишу 100 тысяч рублей, да? Вот видно, нет? Вот. Так как-то оно под свет попадает. Ага, все, увидели все, что я пишу. Далее. Вам нужно будет положить то, что вы написали, написано кверху, вот так, под статую. Я сейчас на стоп нажму, положу и дальше продолжим. Итак, записку положила под статуэтку. Я думаю, что не нужно напоминать о том, что нужно ей принести кофе, спиртное, угостить, попросить. И после этого начать свое действие, в общем, свой ритуал. Говорите 7 раз, и все. И когда вы получите эту сумму, какую-то сумму выделите ей. Ну, например, из этой суммы, скажем, на 100-200 рублей купите ей какую-нибудь красивую безделушку или возьмите ей благовония дорогие. Это будет ваша благодарность. Заварите ей снова кофе, поставьте и поблагодарите своими словами. Я прошу, а судьба меня слышит. Я скажу, а фортуна услышит. Я отправлю послание судьбе, послание судьба увидит. Благословит и исполнит, благом жизнь мою наполнит. Прошу фортуну мне помочь, чтоб исполнилось точь в точь, что написано рукой, то исполнится судьбой. Заклято. Прочитаю еще раз. Я прошу, а судьба меня слышит. Я скажу, а фортуна услышит. Я отправлю послание судьбе. Послание судьба увидит. Благословит и исполнит. Благом жизнь мою наполнит. Прошу фортуну мне помочь, чтобы исполнилось точь в точь. Что написано рукой, то исполнится судьбой. Еще раз прочту. Вам нужно 7 раз. Ну, в принципе, достаточно, я думаю. Вот это сделайте и получите результат. Всем удачи!